Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Hola, амигос! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И это третья серия из Аргентины, в которой мы расскажем о нюансах жизни в Буэнос-Айресе, покажем местные клиники, а также выберем врача для родов. Приятного просмотра! Вот здесь мы в итоге живем, сняли эту же квартиру, которую мы показывали вам в прошлом ролике. Пойдемте покажу, как здесь все устроено. Первая неудобность – это ключи. Один ключ для этой двери. Не знаю, почему нельзя скинуться и сделать домофоны. Ну, в общем-то, вот так. Домофон у нас, кстати, есть, но ключи обычные. Здесь вот такая вот красивая парадная, что-то по типу Питера. В Питере, насколько вам известно, называются не подъезд, а парадные. Ну вот у нас, собственно, тоже красивая парадная. Бамбук даже у нас здесь растет. Следующая дверь. Ах да, здесь у нас сидит консьерж. Ну, он невидимый, но он сидит. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Коренной аргентинец, хороший парень. Идем дальше. Другой ключ. К этой двери не подходит тот ключ, то есть нужен второй ключ. Открываем точно так же. Заходим. Добро пожаловать. Вторая парадная. Здесь лифт. Здесь все, в общем-то, как всегда. Ну и для лаундри надо спуститься на первый этаж. Пойдем покажу, где стирать вещи. Это подвал. Здесь же находится паркинг, нету ни на одну машину, как вы могли подумать. Дело в том, что здесь машины заезжают с улицы и лифт машины развозит по этажам. Вот, в общем-то, здесь одна машина и там у нас еще машины стоят. Но вот наша постирочная. Здесь находится стиралка и две сушилки для белья. Оплачивается все это вот такими фичами. Одна фича стоит 700 песо и покупается в ларьках на улице. Естественно, вы используете собственный порошок, и здесь не очень удобно стирать, потому что иногда вы приходите и может быть занята стирка или сушка, и нужно ждать время. Но в Аргентине, как и в некоторых других странах, например, в США, не очень распространены свои стиралки и сушки дома, поэтому люди пользуются вот такими вот лаундри. Либо стирают, отдают специальной организации, либо стирают вот таких лаундри у дома, если они есть. Мы были в магазине, смотрели ценники на стиральные машины, там это стоит 300 тысяч песо, то есть на наши деньги это примерно 30 тысяч рублей, не такие большие деньги, но как-то вот так вот в Аргентине не принято ставить себе стиралки. Говорят, что это невыгодно, потому что якобы надо еще платить за воду и за свет, плюс порошок, ополаскиватель. Вот так вот выглядит прачечная, куда люди сдают свои вещи, им их стирают, гладят и аккуратно складывают. Такие лаундри находятся на каждом углу, только на нашей улице их 3 штуки. Ну вот мы приехали на наш этаж. Собственно, здесь всего лишь 2 квартиры, наша и наших соседей. Плюс вот здесь выход, экстренный, лестница, и сюда же мы выкидываем мусор. Консьерж этого здания забирает мусор в определенное время со всех этажей и выносит сам на улицу. Итак, наше жилье. Как видите, мы решили снять первую просмотренную нами квартиру. Да, хотел посмотреть другие варианты, но нас в принципе здесь все устраивало, плюс получилось договориться о скидке. Как вы помните из прошлого ролика, нам срочно нужно было жилье, а переезжать временно из квартиры в квартиру это довольно запарно. В прошлом году была проблема из-за нашествия русских иммигрантов, и иногда люди снимали порой что успеют, но сейчас такой проблемы нет, и многие квартиры сдаются по несколько недель. Конкретно в Буэнос-Айресе довольно дорогое жилье, но это зависит от районов. Одни из самых дорогих и хороших это Палермо, Бельграно и Реколета. Русские риэлторы довольно завышали цену на квартиры, поэтому посмотрели в местном аналоге Авито. Из запросов для нас самое главное было это неубитая квартира с более-менее приличным ремонтом, окна не в стену, ну и расположение в Палермо. Конечно, возможность проживать с животными, и это сильно сужало поиск. Сейчас прокусит. Маленький пес, а? Кто это сделал? Кто? Кто это сделал, а? Кто это сделал? Я покажу, кто это сделал.
Ну и ценник до $800 с учетом комиссии агенту, что уже довольно большой запрос, потому что здесь приличные квартиры начинаются от $800. В итоге у этой квартиры было самое лучшее расположение относительно других вариантов, и что самое главное, нам скинули цену. Получилось договориться на $600 плюс комиссия, то есть 720 в месяц. Относительно России это, конечно, дорого, ну и дикость доплачивать за каждый месяц риэлтору, но такие тут правила. Да, можно найти жилье напрямую от хозяина и не платить комиссию, что впоследствии многие делают. Но таких вариантов меньше, и это не очень безопасно с точки зрения финансов, как для вас, так и для аргентинцев. А вот там, вот это сделал. Вот это кто сделал, а? Кто вот это сделал? Кстати, если вы тоже снимаете жилье в Аргентине, то напишите в комментариях цену и какие у вас условия. Это поможет другим сориентироваться в ценах и будет просто интересно. Также в прошлом ролике мы разбирали экономику Аргентины, и интересный комментарий написал местный житель. Он говорит, что для местных инфляция тут тоже в целом не проблема, так как зарплата в процентном соотношении растет больше, чем инфляция. И даже на примере бензина объяснил, что потребительская способность здесь у местных выше, чем в России. Я в свою очередь по опыту жизни в разных странах могу сказать, что везде есть свои плюсы и минусы. Так, например, в США очень дешевые продукты, одежда и машины, но очень дорогие услуги, медицина и образование. Также там относительно России, например, очень дорогой и медленный интернет и связь. Но про США расскажу в следующем ролике, поэтому не забудьте подписаться. Также и тут бензин и продукты может и дешевле, зато в России дешевле аренда жилья, одежда и техника, да и выбор больше. Например, PlayStation 5 тут стоит $900, а у нас можно найти за 450. В итоге покупательская способность относительно зарплаты будет плюс-минус везде одинаковой и зависит только конкретно от вас. Видите, как бультерьер играется? Как будто себя сейчас съест, а на самом деле, смотрите. Чего, девочку? Все. Да, да. На самом деле, это самый-самый добрый пес. Который любит играться как зверь, как зверь, как зверь, как зверь. Ты заяц. Все. Поцелуй. Молодец. Вот это вот главная улица с барами у них здесь, которые рядышком с этой квартирой. С барами, кафешками, центральная. Заехали только что в нашу первую собственную квартиру в центре Буэнос-Айреса, в Палермо. Рядом экопарк, центральный парк, залив недалеко. В общем, очень крутой район. И зашли поесть первую попавшуюся кафешку и сразу наткнулись на спортивное меню. Здесь очень сильно развит культ спорта. Люди бегают, занимаются футболом, ходят в залы. И здесь есть такое протеино Cold Pal, это интересно, за 3100 песо. Это всего 365 рублей. Включает в себя протеин с авокадо, латте или чай, омлет из яичных белков, тосты из хлеба с цельнозерновой муки, крем-чиз и авокадо. Всего 365 рублей, прикиньте. То есть ты такой потренировался в местном зале и пришел сюда покушать сразу на завтрак. Первый вопрос, как ты выбирала клинику? Я посмотрела список клиник, которые есть в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Вот. И, соответственно, здесь есть платные клиники и бесплатные клиники. В принципе, уровень медицины одинаковый. Можно родить как в бесплатной, так и в платной на одном уровне. Но в бесплатной клинике ты не можешь выбрать врача, то есть это всегда будет дежурная бригада. А в платной клинике ты можешь рожать конкретно с тем врачом, который вел тебя всю беременность. Также в бесплатных, например, ты не можешь выбрать эпидуральную анестезию, если ты сильно захочешь, то тебе ее поставят только по показаниям. В платной клинике, конечно, будут делать все по твоим желаниям. В Аргентине даже в платных клиниках уровень
обстановки в палатах, да, в клинике не самый лучший, а в бесплатных он еще на уровень ниже. То есть, скорее всего, ты будешь лежать в послеродовой палате, у вас будет 4 человек, это будет не самый лучший ремонт. В платных клиниках это все-таки получше. Еще до поездки в Аргентину я слышала такой миф, что в Буэнос-Айресе принято кесарево сечение, поэтому для меня очень важно было выбрать врача, который поддерживает естественные роды. Так как в бесплатной клинике тебя не ведет врач, он не знает всех твоих нюансов, не знает твоих пожеланий, то, скорее всего, если будет какой-то минимальный риск для здоровья ребенка или для мамы, то, скорее всего, они применяют кесарево сечение. В то время как в платной клинике ты заранее обсуждаешь с врачом все нюансы, он готов ждать, он выжидает, он поддерживает тебя, прислушивается к твоему организму, и кесарево будет только в самом-самом крайнем случае. Так как роды в Аргентине сейчас очень популярны среди русского населения, то уже очень много есть переводчиков, в том числе переводчики-доулы, которых ты берешь с собой на роды, и они мало того, что помогают тебе с переводом во время родов, они еще и выступают доулами. Доулы – это такие женщины, которые помогают тебе во время родов, рассказывают, как правильно дышать, поддерживают тебя, помогают тебе расслабиться и так далее. Какие клиники ты для себя выбрала изначально и почему? Я почитала отзывы и составила для себя список клиник, в которых, возможно, я буду рожать. Это была клиника Тринидад, одна из самых дорогих и считается престижной в Буэнос-Айресе. Еще одна это была клиника Алиман, это немецкая клиника, ее я выбрала, потому что там работает один из врачей, который максимально за естественные роды. И также уже чуть позже я нашла клинику ИМО, эта клиника специализируется именно на родах, то есть это прям роддом. И на всякий случай еще мы рассматривали клинику Фернандес, это бесплатная государственная клиника. И в итоге же по приезду мы с Никитой походили на экскурсии в разные клиники. Клиника Алиман сразу отпала, мы даже не пошли на экскурсии туда, потому что там очень высокий ценник. То есть если в остальных клиниках цена начинается где-то от $1000, 1500 только за услуги клиники, то Алиман это уже была цена $2000, то есть не считая работы врача. Вот. Фернандес тоже бесплатная клиника отпала, потому что мы посмотрели условия в этой клинике. Ну и также там нельзя выбрать врача, то есть там можно родить только с дежурной бригадой, поэтому для меня это было табу. И остались 2 клиники на выбор, это Тринидад и ИМО, на которые мы сходили в экскурсии, познакомились с врачами и уже сделали выбор. Итак, следующая точка на карте. Пришли в Тринидад Medical Center, это в больницу. Сейчас запросим прайс, узнаем, сколько стоят платные роды вот в этой больнице. Quería dar a luz aquí y necesito un listo de precio. Sí, Bueno, 1.230.000 parto y 1.500.000 cesárea. Sí, esto es lo que está en estos momentos. Ahora, vos pagás ese presupuesto, pasaron los 15 días, aumentó, tenés que pagar la diferencia. Esta es Argentina, aumentan todos los días las cosas. Сейчас поехали в больницу, чтобы постоянно не кататься на такси. Открыли собственные карты Суба. Они на весь транспорт. Трамвай, автобусы и метро. Карта стоит 2000 песо. У нас это примерно 200-250 рублей. И еще пополняется на 2000 минимум песо каждая. Покупаются и пополняются такие карты в местных киосках на улице, либо в метро. Ну, либо с карты, если у вас есть карта Аргентины. Жизнь прекрасна. Везде. Где нас нет? 95-й, лови! Черт, не поймала. Короче, прикольно, здесь такая система.
нужно ловить автобусы, это примерно как у нас маршрутки. И у нас уже 2 95-х просто проезжает мимо, они идут по самой крайней полосе, и ты машешь издалека, вот даже дедушка этому же автобусу махал, и в итоге они не останавливаются, проезжают мимо, потому что если они идут в крайней полосе, им уже сюда неудобно перестраиваться, и так один автобус проехал, второй. Я в России ненавидела ловить маршрутки, поэтому я на них не ездила. А тут, блин, на обычные автобусы придется ловить. Катастрофа какая-то. Ловить автобусы, новая профессия. Так, куда мы едем? Мы едем в УМО, это родительный дом. Едем на экскурсию и к врачу, познакомиться с ней и узнать, хотим ли мы с ней рожать. Почему ИМО? Они придерживаются максимально естественных родов, без вмешательств. Вот. И врач Жанин, аргентинка, у нее очень хорошие отзывы. И нам ее посоветовала местная переводчица Доула, вот, поэтому мы хотим познакомиться с ней. И она говорит свободно на английском. Да. Что немаловажный плюс, потому что с испанским тут сложно все, с местным испанским. А на английском мы разговариваем свободно. Да. 59. Ну как тебе эта прашка? Мне все нравится, все как дома. Все как в России, да? Рюкзак лучше наперед перевесь. Смотри, вещи вон просто. Месси. Адултус 4500 песо, Ниниус 4000. Взрослая 4500 песо. Ну, примерно 500 рублей, короче, за взрослую футболку. Ну, как бы Китай, он в Африке Китай. Здравствуйте, русский. Всем привет. Queremos conocerse con Janine. Во всех больницах много русских, но в этой, показалось, наблюдаются только русские. Что делаем сейчас? Смотрим на экскурсию, посмотрим палату, а потом пойдем в очередь сядем. ¿Quién tiene el bebé acá? Este es el precio, 950.000. В данный момент стоимость 950 тысяч песо. Это без выбора врача, то есть без дежурной бригады роды. Ну, в общем-то, вот бумажка на русском и на испанском. О, на русском тоже Да, дают, да? Вот, здесь видно, что включает в себя. Это уход за, то есть 3 дня пребывания в палате. Вот, и неважно, кесарево это или естественные роды, уход за новорожденным, лекарства, одноразовые материалы. Также 1 день неонатология и вакцины включены. А в других клиниках что не включено? Неонатология. То есть, если у малыша какие-то осложнения, ему надо будет лежать в НЕО, в интенсивной терапии, то там за каждый день ты дополнительно оплачиваешь. Вот это поворот! Ой, смотри, маленькая мешка. Да. Вот это поворот! Он за мной бежит. Eso es después de parto. Claro, sí, también pueden venir y dejar sus cosas acá. Esta sería tu cama, bueno, el sillón este se hace cama también para tu acompañante. En otras habitaciones directamente hay una cama, justo en esta como más chiquita, hay un sillón cama, ahí está el baño, se ve donde lo está mirando. ¿Y el número de habitación es posible elegirlo? Y se ve la verdad con la disponibilidad que está el día que vos venís a internarte. This is Nikita, my husband. Videoblogger. И мой выбрала потому, что мне понравился врач. С первого визита к ней у нас произошел коннект. Она максимально за естественные роды, она поддержала меня во всех моих желаниях во время родов, была максимально доброжелательной, сразу назначила анализы. Вот, это был первый, самый главный фактор. И второй фактор, конечно же, это цена. Без этого никуда. Стоимость там значительно ниже, чем в Тринидад.
И как бы из плюсов в Тринидад только красивая палата, в которой ты максимум проведешь 2 дня. Мы подумали, что нецелесообразно тратить где-то около 150 тысяч рублей только за красивую палату, при том, что условия в МО тоже довольно хорошие, просто это не лакшери вид, не окна во весь рост. Вот. И при этом там врач, который мне действительно нравится. Стоимость родов на сегодняшний день в Аргентине на примере 2 клиник. В Тринидаде, да, это одна из самых дорогих клиник на данный момент. Вы оплачиваете саму больницу, это $1300, и также отдельно врача. От этого будет складываться финальная стоимость. На сегодняшний день цена на врача начинается от $1500 до $2000 и выше. Поэтому, ну, примерный, да, диапазон это где-то $3000, и также это может быть и выше. В ИМО стоимость 950 тысяч песо, это около $1000, плюс отдельно за врача вы доплачиваете $380. То есть в итоге это где-то $1400. И важно понимать, что включает в себя этот ценник. Примерно это одинаковый пакет, то есть это обязательно вас кормят, несколько приемов пищи в день, 4 или 5 раз в день. Это, конечно же, послеродовой уход. В Тринидад дополнительно, по-моему, дают какие-то необходимые вещи на первое время, как маме, так и ребенку. В ИМО такого нет. Но в Тринидад не входит стоимость эпидуральной анестезии, сверху это еще $300. В ИМО стоимость эпидуральной анестезии уже включена, да, в пакет. И также есть нюансы, например, если ребенку, да, после родов у него какие-то осложнения, понадобится отделение интенсивной терапии, да, нео-отделение, то в Тринидад вообще не включена стоимость за это отделение в пакет. И там довольно высокий ценник, то есть каждый день будет насчитывать довольно приличные суммы. В ИМО входит стоимость 1 дня в пребывания в НЕО в пакет, но далее вы доплачиваете, но цена намного ниже, чем в Тринидад. Первый раз решили поехать на метро, пойдем испытаем метро в действии. Porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. В итоге питерское метро, как всегда, самое красивое. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitármela, Les traigo Belten por 3 tabletas, señores. yo pegué el grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Paradiso el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Приехали поменять деньги куда-то в офис. В прошлый раз нам привозили на дом. Сейчас курс стал чуть получше, но при этом доставка дороже, видимо, из-за погоды. Ну и нам все равно по пути в больницу, поэтому мы решили сами доехать поменять, заодно разобраться, как работает метро. И погулять. Ну, да, погулять в такую погоду, конечно, Porque te нам veo en el повезло. espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. Ella tiene, reconozco. Это так выглядят черные обменники? Серые. Считать будем? Ну, давайте просто какой-нибудь середины. Я просто видел, это в кино делают. Эту? Да. Ветер все сдувает сегодня просто. Решил спросить у работника, как сюда вообще завозятся деньги в таком количестве. Он говорит, что это, в принципе, можно сделать и легально. Например, через Western Union отправить с Америки деньги в долларах и здесь уже получить в песо на кассе по blue курсу. То есть плюс-минус по нормальному вот этому серому курсу и уже продавать с какой-то даже наценкой. И это, естественно, будет все еще дешевле, чем по официальному курсу. Но кто-то провозит, может быть, я не знаю, в трусах через границу эти деньги, получается еще выгоднее.
В общем, да, на автобусе стоит проезд 50-60 песо, зависит от улицы, до которой вы едете. Когда вы входите в автобус, вы говорите, до какой улицы вы едете, и от этого уже исходит цена. А на метро стоит 80 песо за вход в метро. Пришли подписать контракт в клинику, но у нас сейчас запись на анализы. Сказали, не надо ничего подписывать, идите сдавайте анализы, и можно будет оплатить позже. Вообще здесь не очень париться по поводу оплаты, можно оплатить позже, частями, половину. Но самое главное, естественно, в конце оплатить, когда вы уже родите ребенка и придете получать документы в клинике. Дело в том, что здесь свидетельство о рождении получается непосредственно в клинике. Ну и, собственно, вам надо оплатить, чтобы получить это свидетельство. INA. ¿Listos? Este es el masculino. Los huevitos, ¿eh? Макулина? Вот мы сходили с тобой в Тринидад, Коть, и вот вообще абсолютно не хочешь туда возвращаться, и ты уже вот прям определилась с этой клиникой, да? Да, я прям, ну вот, я тогда еще переживала, а сейчас прям отлегло. Мы туда сходили, и я прям точно понимаю, что я там не хочу здесь рожать. А почему? Ну, здесь все уже такое какое-то все родное, там вот девушка на рецепции сидит, которую я уже знаю, вот девушка, которая сейчас контракт подписывает, тоже уже прям одна и та же постоянно, такие, да. уже родные. То есть там такая получается большая клиника, где ты заходишь, все такое как бы красиво, помпезное, но да, прям ощущение создается прям такой больницы, как бы клиники. А здесь такой прям родильный дом свой, где свои такие вот мамашки какие-то. Подписываем контракт в клинике, в платной, в которой будем рожать. И сейчас надо заплатить половину. Я просто наркобарон. Такой. Думали, это все? А держите все. Нормально, половина. Вообще в Аргентине оплата внутри страны происходит в песо, там в магазинах или в кафе, например. Но если это какие-то крупные суммы, например, вы платите в больнице или за аренду квартиры, то чаще всего это в долларах. Но просто чтобы защитить себя от инфляции, от того, чтобы не случился дефолт и все песо не прогорели в один день, организации берут деньги в долларах и потом их сами перевозят. Вот, но здесь нужно в песо, поэтому платим в песо. La doctora Janine, ella es un Claro, no, pues si querés elegir a la doctora para tener el parto con ella, lo tenés que hablar primero con ella. Con él, ok. Sí, sí. Y pagar también para sí, ella. sí. Sí, muchas gracias. No, de nada. Почему тебе эта клиника нравится больше, чем Тринидад? Блин, ну, во-первых, сразу был коннект с врачом, то есть вот мне прям она запала в душу, все. Во-вторых, сама, да, клиника, она как дома рожаешь, ну вот, типа, домашняя обстановка, атмосфера. Людей немного, ремонт, да, людей врачей. немного, все знакомые, какие-то уже родные. Хотя были один раз, есть такое. Да. Короче, итог какой? Прикольнее всего то, что больше похоже на Россию. Где бы ты ни был в мире, ты всегда ищешь какие-то отголоски твоей родной родины, что мы были в Америке, что сейчас в Аргентине. Все равно тебе ближе, приятнее, когда что-то похоже на Россию. Очереди в больнице. Мы вот пришли в Тринидад, там вообще не было очереди, мы быстро такие прошли, пробежали, везде нам все показали, большие коридоры, и такое ощущение, что ты как бы там не нужен. А здесь такая маленькая клиника, где ты просидел в очереди, познакомился со всеми врачами, уже такой познакомился с девушкой на рецепции, все тебя знают, там уже спрашивают, что, как ты, когда, чего. Короче, прикольно, и прикольно, что это похоже на Россию. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Это правда очень сильно помогает продвижению ролика на YouTube. И как всегда, всем йоу, чуваки, и до скорого. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegaré un grito al cielo. Somos fuertes si estamos los dos.